Пока вы думали, что финал чемпионата выйдет позже нового DLC и Силксонга, то... А нахрен вы думали? Зачем думать, когда можно не думать? Ауф. В общем, приветствую вас, великие ждуны, которые, как и я, просрали все лето в ожидании какого-то чуда. Кстати, чтобы не ждать, на бусте уже присутствует сражение чемпионов. Залетай недорого, ведь там ты кроме нового выпуска можешь найти эксклюзивные реакции на мульты, самому их заказать, также эксклюзивный гайд на Асру в Legends в открытом доступе, 2 новых летсплея по Альянсу и Дельтаруну и прочий контент в раннем доступе. Кто подзабыл, что такое чемпионат, или же новенький, вкратце расскажу правила. Есть определенный состав команд, которые создают их авторы по определенным правилам и тир-листам. Между собой они соревнуются за звание чемпиона и самой сильной команды турнира. Происходит это соревнование внутри игры на раундах, проверяющие стойкость команд и другие различные аспекты, будь то стрельба по летающим или один жирный враг. Начисление баллов идет по прошедшим за линию врагам. Это, конечно, зависит от раунда и сколько в нем врагов. Но обычно, если команда справилась с поставленной задачей, то 3 балла. Прошел один враг, 2 балла. 2 врага, 1 балл. 3 врага, 0. Скажем так, это база. Если вы еще не встречались с чемпионатами по КР, то советую глянуть первый турнир, а затем и второй с самого начала. Отдельные плейлисты есть на канале. Давайте вспомним, чем закончился прошлый круг. Из полуфинала вышли команды Актерины, Бонролл и Меты, Акулья Яма. Давайте встретим наших финалистов с аплодисментами, ведь сегодня состоится великое сражение. Кто возьмет звание чемпиона? Заберет ли Мета свой ключик Steam, или же Актерина возьмет мне в раб получит свой подарок? Кто выйдет в сражение чемпионов с легендой этого канала Некромехи? Погнали! Финал второго чемпионата КРФ открывает команда Акулья Яма. И уже первый раунд со стороны кажется непростым. Хотел бы сказать, на передовой идут, но тут дикари и зомби обогнали пустынные лучники, за что и поплатились своими обожженными пяточками. Далее зомбиков обгоняют охотники, которые тоже не совсем долго жили. Позади них шедший некромант их возродил, и они кинулись снова в бой. И вот кажется, когда уже основная масса врагов выходит за оборону, тут включается Бурс, обжигающий землей и своим точечным ваншотом, убирая неугодного паукообразного гада с поля боя. А последнего шамана доковыривают песчаные приятели Альрика с башней мага. Перейдем ко второму сегодняшнему финалисту Бонролл. И тут у нас настоящее сражение некромантов. Кощей выпускает облако чумы, выводя из боя лучников и охотников. Чернокнижник успел возродить своих товарищей, но вот лучники обернулись против них в обличии скелетов. Правда, недолго это противостояние продлилось. Всадник и Косточка принялись танчить бронированных рыб-мутантов, а дракон занялся остальным мусором на карте. Вскоре команда и этому назойливому шаману показала, кто здесь настоящий некромант. Перенесемся в более зеленистую местность, а именно в джунгли, и встретим там раунд быстрых врагов, состоящих из больших псов, тарантулов, а также подземных пожирателей, которые явно пришли нас покусать за жопку. И вот они как раз представляют большую угрозу, ведь башни их не видят, пока юниты не вступят с ними в бой. Последняя волна, состоящая из пожирателей, смогла прорваться сквозь оборону Акульи Ямы и забрать 2 балла. Кстати, я все тяну с оповещением того, что же вкачали наши сегодняшние команды. Чтобы узнавать самыми первыми новости по чемпионатам, да и не только, приглашаю вас в свой телеграм-канал. Также там новости по КР Battles и DLC Альянса. Залетай. А пока я здесь распинался, подошла очередь последней волны, в которой команда также несет, хоть и небольшие, но потери. Раунды под температурой 40 никто не отменял, ведь навстречу к нам летит Кацель с рущей гориллами. Да, и история эта не единичная, еще подобного рода раунды встретятся далее. Кстати, сами гориллы были урезаны в статах, сильно не беспокойтесь, а вот кому по-настоящему нужно беспокоиться, это команде Меты, ведь она снова теряет балл. Как раунд начался, так и закончился, жопа кверху, бибизяны. Да все, уже пора сказать, что по итогу поменялось. Чё я все как не свой. Итак, прокачка. РП до конца докачали ваншот и силу горнила, Альрику по максимуму хп и еще на 1 шипастую броню. Из нового фехтования увеличение урона на пару очков. Но вы спросите, почему же не шквал ударов? Я повторюсь и отвечу вам. Это сделано для более четкого и стабильного спавна пустынных приятелей Альрика, являющимися сдерживающей единицей этой команды.
минус 1 балл. Далее Бонролл. Некроманту, что логично, докачали на фулл его способки. Кощей же из новенького, что уже могли заметить в первом раунде, добавили приземление, подкачали чуму и до максимума эпидемию. Теперь обратно к сражению. Раунд с врагами с дальней атакой. Он, правда, на фоне был и уже рассказывать особо не о чем, тем более после такой победы. 3 очка. Что-то Акульяяма сдает свои обороты. Вернемся-ка мы на один раунд снова в джунгли и заглянем в гости поселения дикарей Макова Уруку и встретим там всех его жителей. Первую ораву людоедов удалось разорвать на кусочки артиллерии, не оставив после них трупов, которых мог бы возродить чернокнижник. Как вы уже могли видеть, шаман земли попал под острые бура, а знахаря убили в ближнем бою. Буровая остановка врубает свой скилл на поджигающий чистый урон, игнорируя магическую защиту шамана духов. Но также умершие от артиллерии охотники смогли затравить героя, оставив команду без задержки. Остались зомби, но и они не помеха, ведь имея такую медлительность, башни без особого труда успеют нанести нужное количество урона. И даже некромант не стал исключением. Красивые 3 балла. Очередное сражение некромантов уже на подходе. Видимо, никак не успокоится в своих спорах. Бонролл снова успевает первым переманить на свою сторону дикарей воинов, что немного облегчает ситуацию. Еще в плюс команде идет тот факт, что скелеты не восприимчивы к яду. Это скорее вы будете отравлены и заражены чумой, нежели эта команда. Но магический шаман все-таки воспользовался своим преимуществом над башней некроманта и смог ускользнуть от команды. Конхард же запускает разносчика чумы, чем усложняет себе задачу призванными чернокнижником зомбаками. Шамана земли удается добить приземлением, но хватит ли урона, чтобы одолеть последнюю толпу врагов? 1 балл. Битва получается очень упорной. Помните, на раунде с Кацелем я говорил, что подобного рода раунды еще стоит ожидать. Так вот, раунд паразита в новом свете, и пересматривая его во время написания сценария, я думаю, стоило бы его усложнить. Ну а так, не без каких колебаний, первый финалист проходит данные испытания. Про сам раунд я вам толком-то и не рассказал. Короче, вот 2 жнеца и королева джунглей, залетевшая от кого-то из них. 3 очка. Ящеры нас все не покидают и решают поймать нас врасплох. Забрались мы в их пещерные владения, что, откровенно говоря, жутковато, особенно когда позади гвардейцев идут те самые друзья из четвертьфинала. От базовых солдат удалось отбиться. И вот, кстати, здесь снайперы считаются не только инструментом, но и врагами. За их прохождение баллы будут сниматься. От одного избавились фаншотом, других же под самый конец удалось поджечь, дав башне мага добить одного снайпера. Второй заходит за линию, забрав балл, но тут героически возрождается Айрик, отвлекая третьего врага, который также умирает от рук мага. Ох, как же наполнен экшоном этот выпуск, так не как финал, который мы заслужили. У команды Акторины есть небольшое преимущество в виде скелетов, на которых также триггерятся ящеры-снайперы, плюс дракон и его подручная косточка. Первая волна не составила проблем второму финалисту, как и первому, хотя была на грани потери очков. К сожалению, юниты у команды заканчиваются, враги подходят все ближе, ну и пусть, чем ближе к башне некроманта, тем легче заспамить скелета. Они немного потянут время для возрождения всадника смерти. Один все-таки зашел за линию, также 2 балла. Не все еще ящеры явили свои наглые морды. Из-за вредителей в этих пещерах остались телепорты, диверсанты и, само собой, опустошители. От первых легко удалось избавиться. На подходе 2 жировича и 3 невидимки. Кстати, один же воспользовался своей хитрой способностью и проскочил мимо, не получив серьезного ущерба. Второй вошел в инвиз уже на пороге у линии, а третий даже применять не стал. 0 очков. На удивление, уже первая волна мелких ящерок доставила Бонролл неприятностей. 1 балл команда уже потеряла. Как тут мы наблюдаем и дальнейший прорыв. Уж слишком тяжко дался этот раунд обоим командам.
Далее будет несколько раундов подряд, посвященные нежити. В первом таком раунде мы наблюдаем 3 вервольфов, хотя точнее уже 2, ведь от одного из них осталось лишь мокрое место. И призрачного воина. Минус 1 балл. Использовал же я метеориты для того, чтобы башни не отвлекались на уже прошедшего врага. Алерик в последний момент задерживает призрака. К сожалению, это продлилось недолго. Осталось лишь за магом, в котором он справился. Пачка. Актуальней было бы рассказать чуть раньше, в моменте битвы Акулей Ямы, но скажу сейчас. Некоторые вспомнят, что у призрачного воина в прошлом кругу был какой-то дикий урон от ауры. Сейчас же я его снизил до стандартного, но в противовес добавил физической брони. Что-то типа сопротивления к физе, но только частичное, а не полное. Да и кого это волнует, когда у нас обе команды в запасе имеют как чистый, так и магический урон. К сожалению, 0 баллов. Следующим непростым испытанием для финалистов станет раунд 4 оборотней с необычным расположением башен. И вы представляете, даже ваншот не может остановить вторую форму волкоподобного зверя. Но какое-никакое, но это дало небольшое преимущество. В одиночку пустынные воины не смогли устоять против столь свирепых врагов. Но третий не подставил своего приятеля Алерика. Герой, добив первого оборотня, спокойно принялся за следующего, все еще сохраняя 1 балл. Второй команде повезло меньше, так как в ее арсенале не присутствует шот, да и усугубляет положение тот факт, что сдерживающие единицы здесь не сильно предназначены для крупных и сильных врагов. Это прорыв. Руки на стол, дамам дорогу. На сцену выходят грациозные вампирши. Думал Алерик, что они полезут к нему с жаркими объятиями, но не тут-то было. Девочки оказались с характером и не дали предводителю Акулей Ямы сильно разгуляться. Насколько я заметил, они даже в песке кровь нашли. Это что-то из разряда «жрать песок». Вот кто-кто, а разгуляла здесь буровая платформа с ее мастерским ваншотом. После потери 1 балла и героя, последнюю вампиршу некому было танчить. Вовремя подоспела сила горнила. Неплохо так продамажив врага, артиллерия оставила башне мага небольшое количество хп, которое он успеет нанести до ее захода за линию, несмотря на магический деф. Посмотрим, как там дела у команды Акторины, ведь мета начинает потихоньку прорываться вперед. И как мы можем наблюдать, все скатывается на нет. Еще что я заметил, у всадника смерти, что логично, раз он скелет вампирши, не использует свою кровосисную способность. Но почему-то на косточку их трюк сработал. Что-то у меня появились вопросы к Айронхедам. Когда уже старые части отполируете? А по раунду пока что 0 очков. Куда ж чемпионат Касула, да не без морского раунда. Встречайте уже одного морского дьявола. Позади старые добрые ловчие, а также отшельник. Напоминаю, чутко пофикшенный в плане залезания в панцирь, так как его механика немного бы ломала чемпионат. Пока я распинался, какого-то хрена, вместо того, чтобы распределиться по всем рыбам равномерно, один пустынный воин присоединился к другому, тыкаться с ловчим, а одного пропустить. Со временем от рыб Акуля Ямы избавилась, скажем так, охотник удалил свой голод, а оставшийся последний морепродукт был насажен на вертушку. Что я еще забыл подметить в этом раунде, так это пиратскую вышку. Пирать ее я не сдал, ведь а зачем? Не так уж и много импакта она вносит, да и присутствует в обоих сражениях. А вот кто точно импакта не вносит, так это Бонролл. Слишком уж живучие оказались эти морские создания, и сходу команда теряет 3 очка. Из самих пирамид явился к нам Анубис. Пришел посмотреть на жалкое сражение каких-то башенок. Один взмах серпа и практически каждый преклонит к нему колени. Но не для сегодняшних легенд этого чемпионата. В стойкой и упорной битве Алерик терпит крах. Хоть бы эта потеря не стала полным крахом для набора очков в этом раунде. Не стоит списывать со счетов башенки. Микростан от варпы и неплохой урон башни мага 3-го уровня все-таки хватило для добивки мини-босса. Ну и кто здесь теперь жалкий? Далее на сцену выходит вторая легенда этого турнира, и судя по оставшимся раундам, можно понять, что команда на роль чемпиона уже не претендует, хотя она сражалась достойно. Одна из немногих сильных и продуманных команд. Аплодисменты нашему любимому комьюнити-менеджеру за принятое участие в турнире и хорошую отыгровку. $3 балла.
Последний хоть и мало решающий, но эпичный раунд. Сначала у нас был песчаный лич, потом очень сложный ящер-чародей, а здесь у нас комбо. Два титана самонера встретились. Подмечу небольшой факт, что чародея я немного фиксанул и поставил шанс выпадения невидимок такой же, как и у убийц, то бишь наименьший шанс. Тут и не помешало одному диверсанту выйти из портала. В то время как его начали сдерживать пустынные приятели Алерика, он вошел в свой инвиз и забрался уже слишком далеко. А вторым же фиолетовым дружком удалось расправиться через вовремя подоспевшую силу горнила. Большинство мумий и ящеров пали на обжигающую землю. Ящер-чародей настолько уже близко подошел к юнитам команды, что начал отвлекаться на них и не призывать своих братьев. Что сыграло на руку команде. Настолько сыграло, что они сами воспользовались его колебанием и предотвратили спавн следующего портала. Красивых 2 балла. Перейдем к команде, закрывающей этот чемпионат. В прошлом подобном раунде этой сборке хорошо повезло, и собрав все свои охуешные силы воедино, она наскребла на 1 балл. Единственная, между прочим, из всех 4 команд. Посмотрим, покажет ли Бонролл снова класс. Так все идет очень хорошо. Ящеры еще не успели выйти из второго портала, как тут же их настиг разносчик чумы. Лич потихоньку подхиливает своего товарища и ставит саркофаг. На оборону против павших выдвинулись скелеты. Чародей постепенно избавляется от наших боевых единиц и продвигается далее. Главное его дальше как-то отвлекать, ведь один зелок, а портал уже за героем. Таким образом, диверсант забирает 1 балл. Всадник поздновато подоспел танчить чародея, и тот, в свою очередь, успел призвать одного гвардейца с убийцей. Финальный счет 28-20, что неожиданно, я думал, битва будет упорной. Моего коллеги по цеху и креатора ПКР. Поздравим нашу акулку с победой, выигранным призом и проходкой в сражении чемпионов, где тряхнет стариной еще одна легенда. Если вы уже хотите узнать исход, то милости прошу на бусте. Еще раз повторюсь, что за столько времени там накопилось уже много контента, коего хватит не на один вечер. Также хочу поблагодарить самих бустеров за поддержку выхода этого ролика. За уровень подписки Казуал спасибо Хомику. За хардкорщиков спасибо Денчику и Kingdom Rush. Также спасибо за недавнюю покупку поста Властелину Ордена Теневой Магии. Чтобы не пропускать новости по чемпионату, Альянсу и Баттлсу, а также выход новых видео, то прошу в Телеграм. Также попрошу тебя зайти на Twitch, вдруг ты застанешь одну из моих посиделок. Заходи сюда почаще, мы ждем вас и до скорого.